Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Давно у нас на канале не было аппаратного маникюра, почему бы не исправить это и показать вам технику аппаратного маникюра одной фрезой. Вот такие у нас сегодня ногти, тонкая кутикула, сухая, которая как раз идеально подойдет для этой техники. Приступаем с вами к снятию старого покрытия. Для этого использую конусную фрезу с зеленой насечкой. Она быстро помогает убрать покрытие. Выставляю максимальные обороты на аппарате в положении форвард. Снимаем основной объем и затем кутикулы. И когда сняли основной объем, видим полупрозрачные белые участки в зоне кутикулы – это отслойки. Их необходимо убрать обязательно. Причин таких отслоек в зоне кутикулы может быть множество. От нечистого маникюра, оставшейся пыли, нарушения технологии и так далее, так далее. У меня на канале есть очень подробный ролик, который называется «25 причин отслоек гель-лака». Обязательно его посмотрите, чтобы их не допускать. А в данном случае, подозреваю, отслойки возникли из-за камуфлирующей базы, которая не подошла модели. Всегда перед камуфлирующей базой рекомендую наносить прозрачную для улучшения сцепки. Такое снятие, конечно, дольше выходит по времени, и поверхность необходимо загладить пилкой. Для этого использую пилку 180 на 240 грит со сменным абразивом. Освежаем форму, сравниваем ногти по длине, выбираю самый короткий и начинаю опил с него. Здесь ничего особенного, просто форма миндаль. По поверхности проходимся мягкой стороной пилки, чтобы выровнять переход между натуральным ногтем и оставшимся материалом. Если база на свободном крае держится хорошо, то можно ее оставить. Самый главный критерий – не оставлять отслойки. На среднем ногте очень большая отслойка. Видимо, она образовывалась длительное время. Возможно, был затек с боковой стороны, материал приподнялся, туда попадала влага. И сейчас мы видим расщепление ногтя, которое также нужно шлифовать. Отодвинем кутикулу, приподнимем ее пушером. Это необходимо для того, чтобы меньше работать фрезой, чтобы она легче вошла в подкутикульное пространство и быстрее выполнялся маникюр. Круглой стороной лопатки отодвигаю и делаю такие движения влево-вправо, чтобы разделить склейки. Обычно мы привыкли с вами работать пламенем. Пламя имеет большую плоскую рабочую поверхность, но в этот раз мы будем использовать другую насадку. Это конус с округлым основанием, с тупым кончиком, с красной насечкой. Кожа у моей модели сухая, тонкая, поэтому выбираю именно красную насечку, не синюю. В общем, эта насадка такой гибрид пламени, конуса, цилиндра и выполняет несколько функций. Но из-за того, что кончик у данной насадки округлый, нужно быть крайне аккуратным. Если мы поднимем очень высоко насадку, то увеличивается шанс пропилить ногтевую пластину. Принцип работы такой же, как и насадкой пламя. Нужно хорошо оттянуть кутикулу и идем в положение форвард на оборотах 15-17 тысяч. Справа налево. Благодаря тупому носику карман лучше раскрывается и кутикула сразу приподнимается. Помимо того, что нужно аккуратно работать, не приподнимая насадку в избежание пропилов, также аккуратно нужно работать по боковым сторонам для обработки боковых пазл. Оттянуть сильно валик и пройтись по ним. Если валик будет не оттянут, то большая вероятность того, что насадка будет прижиматься к боковой стороне ногтя и будет его истончать. Как следствие, это скручивание ногтей, это сломы в точках вроста. Прорабатываем все 10 левых сторон в положении форвард. Когда заканчиваем с этим этапом, переключаем направление вращения и обрабатываем правые стороны. Выполняем выглаживающее движение кутикулы. Важно, насадку прикладываем не к ногтю, не давим на ногтевую пластину, а отталкиваем кутикулу, чтобы не было пропилов. С правой стороны также дорабатываем боковые валики. Очень удобна эта насадка для их обработки. За счет широкой рабочей части быстро шлифовывают кожу. Теперь самый главный момент.
Для выполнения аппаратного маникюра мы должны приподнять юбочку кутикулы. Для этого идем в положении реверс справа налево. Насадка стоит у нас перпендикулярно, но будьте предельно аккуратны, чтобы кончик не касался ногтя. Да, я знаю, что сказала это уже несколько раз, но это самое важное при работе данной насадкой. И мне меньше всего хотелось бы, чтобы вы навредили ногтям клиента. Вот такая идеальная юбочка у нас получилась для аппаратного маникюра. И все, что необходимо сделать, это ее сшлифовать фрезой. Кожа у моей модели оказалась очень чувствительной, поэтому приняла решение нанести воду для увлажнения, для охлаждения, чтобы не перетиралась она. И иду на низких оборотах. Около 5-7 тысяч оборотов в положении форвард. Берем палец верхним захватом, кладем его на бок и совершаем стежки справа налево. Небольшие, не задерживайтесь на одном месте, чтобы не перегревать кожу. Вы увидите, как кутикула отделяется и идет единой полосочкой. Обязательно ориентируйтесь на ощущения клиента, чтобы ему не было неприятно. При удалении кутикулы у нас работает средняя и нижняя часть фрезы. По-моему, очень здорово, что одной фрезой можно сделать сразу весь маникюр. Выполнили маникюр, тщательно обезжириваем ногтевую пластину, убираем пыль, наносим бескислотный праймер, потому что у моей модели были проблемы с носибельностью гель-лака, были отслойки. И наносим прозрачную базу в качестве подложки тонким слоем. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. Выравнивание будем выполнять камуфлирующей базой плотного нюдового бежевого оттенка. Промазываем ногтевую пластину для увлажнения. Ставим объемную каплю в зоне кутикулы, распределяем ее, переворачиваем ноготь для разравнивания материала и выстраиваем правильную архитектуру, создавая новый апекс. Мы специально взяли такую плотную базу, потому что в дальнейшем у нас будет дизайн с фольгой, и нам нужен был более плотный оттенок. Нарезала несколько кусочков отрывной фольги, но это не совсем фольга, а изображение космоса. Конечно, на ногтевой пластине космоса особо не будет видно, будут видны просто какие-то разводы, но выглядит в целом красиво. Чтобы фольга хорошо отпечатывалась, предварительно наношу бескислотный праймер. Он даст нужную липкость, потому что база моя имеет пониженную дисперсию. И создаем эффект каркелюра. То есть отпечатываем фольгу, делаем несколько движений вправо-влево, чтобы она растрескалась, и отпускаем палец. Комбинируем поочередно то голубую, то розовую фольгу для более интересного эффекта. По-моему, уже очень красиво выглядит. Перекрываем ногти матовым топом. Наносим средний слой для того, чтобы фольга нигде не топорщилась и покрытие получилось ровным. Дополним дизайн серебряной паутинкой. Она придаст законченности, и дизайн будет выглядеть более интересно. Данная паутинка прекрасно носится, ее не нужно дополнительно чем-то покрывать, топом, просто обезжириваем, и наш дизайн готов.
Вот такой результат у нас получился. Понравился маникюр одной фрезой? Ставьте скорее пальчик вверх. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я показала данную технику на более сложных руках. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Желаю всем успехов в работе, счастливо, пока-пока!